все сходится. Мы застряли где-то на стыке развала Советского Союза. Жить в 21 веке. Как ты себе представляешь? Первый век нового тысячелетия. Страшно предположить, что Лукашенко сделал бы с Гретой Тунберг, если бы она училась в Беларуси. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Это видео было снято всего через 2 недели после начала учебного года. Я пойду в тюрьму, а тебе А реакция Лукашенко не заставила себя ждать. Да я на месте этого учителя голову отвернул бы щенку какому-то. В телефонах сидят там. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших традиций, белорусских, славянских традиций. И не шлепок, а хороший ремень иногда тоже полезно для ребенка. Переживать за то, что люди это обсуждают, и их возмущает глупство некоторые проекты закона, я этому рад. Не могу молчать. Детство в кредит. У Лукашенко всегда было особое отношение к детям. В 2008 году на конвейер положили декрет номер 18, где не только каждый третий, а все несовершеннолетние дети становятся чем-то вроде недвижимого имущества, которое можно отнять и брать за него деньги. Ни у моего брата, ни у моей мамы, ни у меня не спросили того, чего мы хотим, какой мы жизни хотим. Быть в приюте, быть с мамой родной или даже с тем же отчимом. Никто этого не спросил, никто не поинтересовался этим. Государство сделало выбор такой, что все, пускай едут. Пускай там посидят полгодика, выйдут и будут дальше жить, потом может еще раз, потом тоже. Мы их спрашивать не будем, зачем нам их мнение. И получим $1200 за двоих. Да. Отчим, надеясь забрать себе квартиру, в которой проживал Глеб, его брат Матвей и мама, воспользовался декретом номер 18, поэтому детство закончилось очень рано. Ведь нашему государству все равно, кого забирать из семьи. Главное, чтобы платили за приют исправно. Я думаю, что я не один такой вообще в Минске, в Беларуси, по всей стране. Я не один такой. Достаточно много детей, которые попадают в приюты, которых изымают из семей. Их очень много на самом деле. И если каждый человек протянет руку помощи, не помощи, борьбы, руку, то все будет хорошо. То не будет таких жестких изъятий. Если их станет слышно. Если их станет слышно, да. Нас должны будут услышать. Все должны говорить об этом. Нас должно быть слышно. Там, наверху, где-то сверху. Что все слышали об этом. Мы можем что-то с этим сделать. Перед просмотром не забудь поставить лайк, чтобы это видео увидело как можно больше людей в Беларуси. Ты знал тех людей, которые пришли со школы? Всех знал, да, всех. И Кто это был? Знал. Мой социальный педагог и заместитель директора школы. Что они говорили, когда пришли? Ничего особого такого. Они начали ходить по квартире, начали вызванивать маму. Даже дошло до того, что они начали искать моего родного отца. Они дозвонились до мамы? Да, до мамы дозвонилась. Мама сразу же прибежала с работы. Сорвалась с работы. И что они говорили? Какой разговор между ними был какой-то? Или ничего не... Особого такого ничего не было. То есть, в принципе, по тому дню, как ты сейчас можешь вспомнить, не было никаких признаков, что что-то произойдет? Нет, вообще я не догадывался, просто я думал. Я понимаю, что такое антисанитария, это когда там вообще запущено все, это когда слои мусора лежат. Вот это антисанитария, там тараканы ползают. Там такого особого не было, там просто незастеленная кровать, там обувь в прихожей не расставлена, там куртка лежит где-то на тумбочке,
что-то вроде такого было. И они пошли домой. Да, и вот когда я пошел в 8 класс уже, тогда А когда это, кстати, в каком ты классе был? в седьмом. С седьмого все начиналось. Все вот это начиналось. В 8 классе в сентябре я ходил в школу, получается, там, и пошло-поехало вот эти оставления у нас в школе, задержание в школе. Брата моего еле мама вытерла из рук классного руководителя и директора, там они вообще стояли за братом стеной, чтобы мы его не забирали, чтобы нас опять завести в город. В смысле, как это происходило? То есть они его не отпускали домой? Да, мама пришла, получается, мы с мамой стояли возле кабинета, классный руководитель, то есть и директор, они стояли, получается, и говорили, нет, там комиссия приняла решение, вы не должны там куда уезжать, вы сейчас детей сейчас заберут, там, изымут, там, видели комиссии решения. А как она узнала, что надо прийти в школу? Я позвонил маме и сказал. А, то есть ты забирал, они его тебе не отдали? Да, они мне не отдали, и с этого началось все. Почему мне брата не отдали? Я пришел за братом, я как его старший брат, я хочу забрать брата домой. Почему мне его не отдают? Тогда еще никто не знал, что комиссия приняла решение с этой семьи. Вы живете в Минске? В данный момент? В тот момент Жили в Минске, да. То есть это была городская школа? Городская школа, да. Не область. Такая. Нет, это школа была. И что было дальше? Что мама, когда мама все-таки смогла забрать? Что? Эвакуировала в деревню. Тогда было уже часов 5 где-то. Темнело уже тогда. Так, мы ехали в маршрутке, помню, приехали почти в деревню, там буквально 15 километров до деревни оставалось, мы приехали к родственникам. Тогда родственников, по-моему, там и не оказалось, и мы были вынуждены ехать уже в саму деревню. То есть мама приняла решение, что в школу вы... Она приняла решение, что она хотела обжаловать это. Она через высшие эти стоящие службы хотела обжаловать это решение. Естественно, чтобы вас не забрали в школу, вы уже не должны были пока ходить. Да нет, конечно. И что было дальше? В деревне, деревня чья? В родной... Дедушка моей мамы, моей мамы, отец, мамин, все. Дедушка и мама, владельцы. Это пришло сейчас. И что было дальше? Это утро, доброе утро, птички поют. Очень интересно. Следующее утро, да, следующее. Я уже проснулся более-менее, осознавая то, что моя мама поехала как-то что-то решать с этим. Она уже уехала 9 часов, уже и не было тогда. Мы с дедушкой остались там. Матвей дома был, я дома был, дедушка сидел на улице. Он любит на улице посидеть, там, к сараям сходить, там у него сараи, там, курицы, вот это все. И Матвей смотрит в окно, а там машина такая, Lexus такой огромный, джип, приехал. Я подумал, там уже кто-то приехал, там соседи какие-то. И слышу, поднимаются по лестнице, тук-тук-тук. Заходит мужчина и 2 женщины. И говорят, собирайте вещи, вы едете уже с нами в приют. Все, страх. Они сказали, собирайте вещи, у меня получается в деревне 3 комнаты. Я пошел в одну комнату, и милиционер за мной заходит. Ходит вообще по всему дому. Дедушка плакал тогда, конечно, детей кто-то приехал, забирает вообще, не пойми, кто такие. Мама не в курсе, дедушка не знает вообще, кто это такие. Почему я должен давать вообще детей кому-то, каким-то людям, которых я не знаю, не родственники или что. Тогда у дедушки тоже нервы были большие. И нас забрали, получается, 70 километров от Минска, они приехали и увезли просто. Матвея видел? Я с ним был, нас в одну комнату сразу же положили. Плакал много. Он такой ребенок был тогда, который без мамы вообще никуда. Только маминкин сыночек, он спал все время с ним, только мама. И разлучать ребенка с мамой, тем более такого, знаю, что у него вообще в голове тогда происходило. Как у ребенка, который, маленький сыночек просто. Тоже любил маму, любил маму. Да, тоже без нее сложно было. Приют был школьного типа или... Мы хотели в школу, получается. Забор
за забором школы. То есть этот приют, это было как бы как больница или что? Садик. Садик. Угу. 2 этажа, получается, детская группа и взрослая группа. Там уже СПЦ в дальнем корпусе находилась. И сколько там было человек? Первоначально было человек 6-7. Ну, так. Каждый раз новые люди, получается, кого-то забирали, кого-то отдавали в приемные семьи. Ну, и кто-то заезжал новенький, там уезжал старенький. Так вот было все время. Все были Ты хорошие. сказал, первоначально было 6-7, а потом эта цифра изменилась? Конечно, они всегда менялись просто. Кто-то уже в начале мая заезжал туда и уже уезжал в октябре, потому что их срок уже вышел, 6 месяцев прошло. Кто-то вот приезжал только там, буквально за пару дней до этого, за неделю. У них тоже срок уже начинался идти, это полгода. А что значит полгода срок? Ну, Да. срок это вдруг ты через полгода выйдешь отсюда. Ну, не раньше и не позже. То есть они, несмотря на то, какая ситуация в семье, они каждому давали ровно полгода? Хоть ты на следующий день сделаешь в квартире евроремонт, твои дети все равно будут находиться там. Хоть ты справишься там сразу же, вот в которую забрали, через час ты там евроремонт сделал в квартире, там полы золотые, тебя не дадут, ты будешь там полгода. А что происходит через полгода? Его отпускают в семью, да? Я очень хорошо знаю в этой вообще сфере. Состоится комиссия по делам несовершеннолетних еще. То есть вот первая, это которая принимает решение, забирать ли детей в семью, либо не забирать. Вторая проходит через 3 месяца. Это которая смотрит за матерью, справилась ли она, работает ли она, выплачивает ли вовремя там, по 18-му декрету деньги в приют, якобы за детей. Ходит ли она на там были встречи у моей мамы, якобы тех, кого, матерей, которые без детей, которых забрали. Она каждую встречу ходила тогда. Каждую встречу она билась головой, ходила. Кровь с носа, но она ходила на эти встречи. Никого раньше не давали. Сколько я там был, полгода, никого раньше не давали. Все сидели там 6 месяцев. Все абсолютно. Дети, которые у меня приезжали, которые месяц, там, буквально 2-3 недели оставались, и 6 месяцев это оставалось. Кто раньше не выходил оттуда. Сколько я знаю. Это было 70 километров от Минска, то есть ты домой никак не смог бы вернуться, даже если бы захотел. Ни в деревню, ни домой. Там, получается, такая штука, то что автобус только вот до города идет. Приют это, да, это место, с которого ты можешь спокойно взять и уйти, но после этого тебя навесит ярлык, то что ты психически нездоровый, на тебя вызовут скорую. Новинки, как это было с одной девочкой. Когда я находился там, девочка ушла. Ну, неоднократно она уходила, потому что бабушка, она без бабушки не могла, она уходила, на 20 суток поместили в Новинки. После этого уже, когда у меня тоже такое было давление, то что ты ушел за пределы, мы тебя должны в Новинки отправить. Ее лишили родительских прав? Нет. Если бы лишили родительских прав, то мы бы попали в детский дом. А так вот эти вот полгода они давались на исправление, чтобы понять уже, решать родительских прав, или не решать. Забегая вперед, тебя в итоге через полгода вернули домой? Да. Полгода, в этот же день. Только через полгода вернули домой. Еще под конец, когда оставалось буквально месяц, полтора, они взялись за горлом матери, когда у нее и так почти средств не было. То есть она за нас двоих платила, очень никак не помогала, но в тот момент уже сидел. То, что вот у вас там засед не оплачено, у вас там задолженность большая. Тогда очень сильно помогла крестная мама. Она начала собирать средства знакомым по всем, чтобы помочь. И вот погасили задолженность за свет. Очень большую сумму. В тот момент не подъеднули на маму. Тебя вместе с братом вернули домой? Да, сразу же. 6 получается, апреля состоялась комиссия, 7 я уже был дома. То есть ты там провел Новый год? Новый год, день рождения. Когда у тебя день рождения? В феврале 25. А Матвей?
Ответ только Новый год, к счастью. День рождения уже там праздновал. Помню свой день рождения, когда ко мне приехал крестный мамы сын, мой друг, хороший, лучший друг. И меня не пускали к нему на наше день рождения. Мы выпустили, в конце концов, с огромным рвением. Мне хотел жаловаться везде. Потому что нет никаких родственных отношений. Нет, потому что воспитателю так захотелось. Было воскресенье, в воскресенье приемов нет, и только когда в воскресенье ты гуляешь на улице, тогда к тебе может приехать посетитель. Тогда была прекрасная погода, мой день рождения был. Солнышко светило. Снега не было, приехал друг мой, и меня не пускали. Маме выставляли счет за приют? Конечно, она платила за двоих. За меня и за брата, хотя за моего брата должен был платить его отец, мой отчим. А он тогда сидел, и у него до сих пор долг этот висит. Получается, моя мама оплачивала за нас двоих, то есть ежемесячно, и на моего отчима, то есть штраф какой-то упал из-за того, что не выплачивала это. Ну, больше штраф, чем вот эта вся сумма, которую выплатила моя мама. И вот на нем до сих пор штраф висит. Он никак вообще почти участвовал в выплате этих долгов по декрету этому. И сколько это в месяц? Ежемесячно $100 за одного человека, то есть $200 за 2 детей. Ежемесячно. Должна мама была выплачивать принудительно. Если бы она не выплачивала, то это уголовное дело. Тем же самым уже и без мамы дети остаются, если она не выплачивает этим. И в дальнейшем это у многих родителей ведет к тому, что мама не справляется с выплатой этих вообще долгов. И многие родители срываются просто и уходят в запой. И после этого детей уже вряд ли возвращают. Встречался с такой ситуацией, похожей, очень похожей. Уже родители руки опускали и ничего не понимали, что ничего не смогут сделать, они бедные там, дети там в приюте, что остается стакан и все. Стакан. Моя мама поступила в этой ситуации очень хорошо, она очень боролась, и получилось. Хотя при том, что она начала борьбу в самый первый день, все равно прошло полгода, прежде чем тебя отпустили. Да, все равно полгода. Как ни крути, уж полгода так. Переходил отчим? Да, приходил, это как-то нас забрали, только он тогда работал, по-моему, устроился куда-то на работу. Один раз? На протяжении около 2 недель, пока его не посадили. Пока я его видел буквально за день до того, как я его видел в клетке уже. Когда нас вызвали на суд, повезли к нему на суд. Он приходил буквально за несколько дней до этого, а потом я уже видел его в клетке. То есть вас отвели в суд и показывали вам отчима в клетке? А потом отвезли... Обратно в приют. Он такой, он, как бы он хороший, а как бы он зло, которое хотел нас все-таки там отправить. Он в первый же день, когда нас забирали вообще в приют, он говорил: ой, я так буду скучать, это все нормально будет, все хорошо будет. В приюте он то же самое говорил, пока не выяснилось то, что он там с братом этим промышляли вообще все. Со своим братом? Со своим братом, да. И с вашим дядей? Да. Нашим дядей. Но дядя не проживал вместе с вами? Он хотел эту квартиру забрать себе, как он до этого забрал еще одну квартиру. И он подговорил... А как ты вообще это узнал? Это было давно еще, до приюта даже. Я был в классе 6, наверное, и вот эти все ссоры моей мамы с отчимом начались из-за того, что он хотел забрать квартиру. Он хотел нас выписать там через нотариусов, через все. Они узнавали, как, что, как это удобнее сделать. Ну и вот и узнали, как это удобнее сделать. Дать детей в приют и выписать мою маму из квартиры и оставить квартиру себе. Детство в кредит.
Какой самый яркий момент, который ты запомнил из приюта, когда ты там был? Самый яркий? Это, как я помню, 6 апреля мы поехали вообще с приютом, с этим, в академию пограничных войск, по-моему. Мы сидели там, у мамы тогда комиссия была. И когда мне написали смс, что вас отдают, мама позвонила, сказала, что нас отдают. Я выбежал оттуда, я просто радостный, я хотел быстрее ехать в этот приют, то мама уже ждала, там, должна была ждать. Я приехал туда, там мама стоит, плачет, я ее обнимаю. И вот это вот самый радостный момент. Да, уже все позади. Вообще ты понимаешь, что завтра уже будешь дома. Ты будешь в родной кроватке лежать, спать. Извини за такой вопрос. Это, конечно, нельзя такое спрашивать, но все-таки какой самый страшный момент, который был в приюте, который ты запомнил? Самый страшный момент — это тогда, когда к директору вообще вызывали по любому поводу, где бы ты не накосячил. Ты знал, что ты придешь, тебя сейчас читают, тебя могут в любой момент тебя вызвать скорую. Если ты уедешь на 20 дней, лечиться просто из-за того, что ты что-то неправильно сделал. Вот, из-за любого повода. Там, вышел на улицу раньше других, покинул территорию приюта. Когда ты сидишь вообще, ты выходишь, ты ходишь по кругу просто вокруг этого центра. Ты не можешь, у тебя там свобода, буквально магазин, в который ты можешь сходить. Раньше ты бы мог выйти, а сейчас ты сидишь, смотришь на этот магазин, люди ходят, ты хочешь этого, ты полгода не сможешь сидеть вообще за этими 4 стенами. Вот, ты выходишь просто. Я не знаю, у всех, наверное, бы так было, когда ты сидишь, и у тебя ворота открыты, ты можешь выйти просто хотя бы метров 15 пройти, и ты получишь наслаждение большое очень. Еще я вспомнил то, что моя крестная мама, когда нас забрали в приют, она оформила патронаж. Это когда мы можем выезжать вообще, она может нас забирать на выходные домой. Получается, на выходные домой и, домой там погулять, вообще за территорию, там в пиццерию какую-нибудь сходить, там вообще куда, просто за территорию, куда ты можешь выйти. И как это все закончилось? Закончилось тем, что когда меня забрали в субботу, и я сходил к маме домой. То есть мы там рядом жили, я просто сходил домой, и директор вызвал моего брата, спрашивал, что Глеб делал, когда вас забирали, что ты делал, когда забирали. Мой брат сказал, Глеб к маме сходил домой, он соскучился, к маме сходил потом домой. После этого патронаж закончился, 1 день нас выпустили. После этого патронаж закончился? Да, вот сразу, когда директор узнал то, что когда мой брат сказал, глупенький маленький ребенок, сказал то, что вот Глеб к маме сходил, скучал по ней сильно, ходил домой. Сходил домой тогда, и все договоры расторгнуты, все закончилось. Ты продолжал ходить в школу после этого? После приюта? Да, уже в свою школу или ты в какую-то другую? В свою школу я вышел в апреле. Неделю побыл, так как документы со мной школы обратно в другую школу передавались. Да, я продолжал ходить, я закончил уже там 8 классов. И завуч и все остальные, кто при этом присутствовал, они не сменились? Ты их видел? Всех, да. Вы говорили о чем-то? Они спрашивают, ты говорили что-то тебе? Или вели себя так, как будто ты новый ученик? Как будто я просто... Как мы рады тебя видеть, как мы рады тебя видеть. Я был на трудах, меня вызвал директор из-за того, что у меня, я когда учился там в приюте, у меня не было, был дневник, и он остался там, получается. И я его не забирал оттуда. Я пришел в школу, был на трудах, меня завуч вызвала, начала спрашивать, где мой дневник, почему я без дневника, я ей все объяснил, сказал. И вот просто эти глаза, которые на меня тогда смотрели, когда меня забирали, которые не давали моего брата вообще забрать оттуда. Я смотрел эти глаза и понимал, что эти люди просто это не люди просто, это страшные люди. Хватятся за тебя и сделают так все, чтобы забрать тебя. У тебя, ты считал,
средний балл, куда ты можешь поступить максимум? Поэтому строителя какого-нибудь, маляра, штукатура, которому мне душа не лежит. Оценки — это не показатель моего ума. Нет, это понятно. Я просто веду к тому, что государство своими руками потеряло, по сути, программиста, который мог бы быть и жить этим, которому это нравится, и получило очередного строителя-тракториста. Но она этого не получила и не получит никогда. Потому что я буду заниматься тем, чем я хочу, к чему у меня душа лежит. Я понял это недавно, буквально с летом. Я понял, что я хочу этим заниматься, что мне это вообще все нравится. Это мое. Я нашел себя просто. Я получил этот никчемный аттестат, его закинул куда-то дальше. И вот. Часто в таких ситуациях обычно слышу такой вопрос, всегда, который посвящают маме, задают его, что если у вас очень такое, почему вы не разведетесь? Вам задавали этот вопрос? Мама развелась. Развелась? Да. Сразу после того, как вы... Не сразу после прыжка, когда он вышел из тюрьмы. Он вышел из тюрьмы, она развелась. Сразу же. И вы сменили жилье? Угу. Когда мы уже жили на это, мама уже взяла. А кому осталась эта квартира в итоге? Ему. То есть она просто отдала... Мы прописаны там, но мы там не живем. То есть вы просто отдали ему эту квартиру? Ну, а что делать? Я имею в виду, он добился своего. Он не добился своего, мы там прописаны все так же, мы можем прийти туда-обратно и жить просто, но это к тому, что, да, так сами в основном положении всего. Я могу еще полгода идти сидеть. Еще? Конечно, я могу через месяц тоже. Вот, когда я выходил, мне директор сказал, да, скоро встретимся, мы сейчас очень скоро встретимся. Это меня напрягло. Я мог буквально через 3-4 дня обратно на полгода туда же попасть. Опять на полгода, и потом еще на полгода. Так несколько раз дети ездили туда. По 3-4 раза они там по 6 месяцев были.